И снова, друзья, самый крутой мотоканал мира по ретро-мотоциклам вас приветствует. Смотрите, рассматривать специально для вас принесли. Это чем Посылка из прошлого. Да, мы еще даже не знаем, как с ним справляться. Это на самокат похоже. Немножко похоже на самокат. Сильно надо поднять еще, поднимать. Вот как-то да. Или на детский велосипед, который ногами надо толкать. Это что? Это на самокат похоже. Это самокат. С такими в футляре сбрасывали с парашютом, садились, вот в Нормандии они с такими высаживались. Как? А как они ехали? Как ехали, заводили и ехали. 100 там, по-моему, 25 кубиков двигатель. На детский велосипед. Не-не, его сейчас поднимут и все могут прокатиться на нем. Ой, я хочу. Я хочу. Все прокатятся. Я второй. Положа руку на сердце, сегодня у нас странный выпуск. И этот выпуск посвящен исключительно уважению к нашим англосаксонским друзьям. Почему? Потому что героем нашего выпуска десантный велбайк сегодня является. Посмотрите, 35 килограммов, и наш механик, он, конечно же, как Арнольд Шварценеггер, легко его держит. А вот что это за мотоцикл? Почему этот выпуск необычен? И, в общем-то, почему этот мотоцикл бесполезен? Чуть дальше. Англосаксонские друзья, присоединяйтесь к нашему YouTube-каналу. И мы внимательно рассмотрим велбайк. Поехали! Так тяжело к нему наклоняться, а представляете, каково было английским десантникам? Честно говоря, если они вообще с этим мотоциклом куда-то десантировались. Почему? Судите сами по размерам, по диаметру колес, судите сами по дорожному просвету и делайте выводы. Ну реально, могли куда-то, даже в условиях европейского отличного бездорожья, люди с военной амуницией на нем уехать, наверное, не могли. А в общем-то производитель заявлял аж 145 километров до первой заправки. Кубовый двухтактный небольшой двигатель, но, в общем-то, легко сказать, сложно сделать, ведь этот мотоцикл был сделан и заказан армии серией аж в несколько тысяч экземпляров. Но фотографии никогда не врут. Лично мы нашли только одну фотографию, предположительно высадка десантника с велбайком в Нормандии. Ну и письменные источники говорят о том, что изначально этот мотоцикл был разработан для сил специальных операций, которые, в общем-то, очень быстро от него отказались и передали его
воздушно-десантным войскам Ее Величества Королевы Великобритании. Но нужно сказать, мы немного незаслуженно покатили бочку на англосаксонских конструкторов. В общем-то, перед вами первый в мире образец именно специализированной мототехники. И в угоду этой специализации принесено все. Самый главный показатель для десантного мотоцикла – этот вес. Вспомните, 35 килограммов. За счет чего он был достигнут? Отсутствие коробки перемен передач, прямая передача на заднее колесо, отсутствие электрооборудования, отсутствие даже полноценных подножек для водителя. Все принесено в жертву весу. Так, в общем-то, при всех недостатках конструкции, при том, что этот мотоцикл выбивается из мощной коллекции мотомира, в которой сосредоточены все тяжелые мотоциклы, бывшие в производстве всех стран мира с 30 по 45 год, этот байк – наша любовь. Почему? Потому что, на наш взгляд, он воплощение двухколесного счастья. Интерес к конструкции этого маленького мотоцикла не случайен. Посмотрите, в общем-то, бак с бензином расположен ниже уровня карбюратора. А вы прекрасно понимаете, что при отсутствии бензонасоса не может бензин подниматься самотеком вверх. Гравитация, друзья. Как эта проблема была решена английскими конструкторами? Ручная помпа. Каждые 5-10 километров боец воздушно-десантных войск должен был подкачивать давление с тем, чтобы, нагнетая давление избыточное в бак, бензин все-таки пошел в карбюратор, и мотоцикл продолжал свое движение. Посмотрите, какой диаметр колес, посмотрите, какой небольшой клиренс. Ну, вы понимаете, чуть холмик, чуть грязь, и этот мотоцикл никуда не едет. Но, однако, английские десантники ответят вам, а кто его мешает взять подмышку и пойти, как наш механик Женя, настоящий английский полковник. Двухколесного счастья вам, друзья, большого! Подписывайтесь на наш мотоканал, не забывайте нас и любите историю техники вашей страны. До свидания!